столицу Италии, в Рим. Вот, мы и в Риме, наконец-то. Рим, привет! La felicità e restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va e la pioggia che scende dietro le Из нашей гостиницы в Риме. Просто как жилой дом, такой вкусный подъезд. Квартирка. con un panino, la felicità e lasciarti un biglietto dentro il cassetto, la felicità e cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di... Почти 10 утра. Мы идем на нашу первую достопримечательность, фонтан ди Треви. Будем кидать монетку через плечо, если у нас есть монетка. Найдем, у нас фунт приедет. Да, чтобы вернуться назад в Рим. Ну, конечно, кто во что верит. Там некоторые кидают для удачи, для счастья, для богатства, чего не только. Но мы, чтобы вернуться. Пока что не так жарко, но уже чувствуется вот эта такая духота. Я думаю, что после 12 будет совсем жарко. Вот мы и добрались до знаменитого фонтана де Треви. Людей уже достаточно, сейчас только 10 утра. Сюда надо идти в часов 8, чтобы нормально посмотреть. Театр под открытым небом. Так красиво. Ладно, сейчас будем монетку кидать. Каждый год из этого фонтана достают по 1 000 000 евро. Все кидают монетки, мы тоже кинули. Очень-очень тяжело сфотографироваться, пройти. Все толпятся, все толкаются, все лезут в фотку. Очень трудно. 10 часов. Надо вообще в 7-8 приходить сюда, наверное. А тут сбоку можно просто подойти, и тоже вид красивый. И без людей, без очередей каких-то. Просто взять сфотографироваться. Più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a tuo cibo. Вот это величина. Все великое, огромное. D'amor. Non più avrai questi bei panacchini. Дворец Витториано, возведенный в честь объединения Италии. Этот дворец можно описать 3 словами: большой, белый и нарядный. Quel vermiglio d'onesco color, non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno. На фризе над колоннами основного здания установлены 16 фигур, символизирующих итальянские области объединенной Италии. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Гуляя по улицам Рима, можно наткнуться на такие улочки, где ты совсем себя не ощущаешь в Риме. Очень грязно, очень. Как свиньи, хуже, чем в Англии. Все разбросано, что воняет. Кошмар просто. Даже вот мы сейчас находимся до Большого собора. И здесь тоже так грязно. Ужас.
пришли к Пантеону. Прежде чем идти его смотреть, купили джелато. Решили присесть, покушать джелато, отдохнуть, освежиться, потому что на улице очень жарко. И пойдем дальше смотреть Пантеон. Сейчас мы находимся у храма Пантеон. Это Античный храм, посвященный древнеримским богам. Вот это да, вот это храм. Такой огромный. Рим — вечный город, вечный, великий. И тут просто все великое, огромное, старое, историческое, все так красиво. Площадь Навона — это, несомненно, самый элегантный и солнечный уголок в Риме. В античные времена здесь был стадион для атлетических состязаний. Сейчас здесь расположены роскошные фонтаны и средневековые храмы. Как тебе Рим? нравится. Только в Риме слишком жарко, кажется, начало сравнять с теми городами. Говорят, можно пить воду из фонтана, но мы попробуем, надеюсь, нам потом не будет животики болеть. Если приедем домой и выставим видео, значит мы живы. Да. Мы добрались до площади, Испанской площади. Где находится испанская лестница. Там насчитывается 38 ступенек, которые мы сейчас преодолеем. Пожелайте нам удачи, потому что очень жарко. Дошли до парка Виллы Боргезе. Этот огромный парк, площадью где-то 6-7 километров. Пешком обойти его, наверное, нереально по такой жаре. Но мы постараемся где-нибудь походить, снять красивые кадры. Этот изумительный ландшафтный парк является излюбленным местом прогулок жителей и гостей Рима. Вот ходим по парку, гуляем. Такой приятный парк. Люди ездят на великах, на разных машинках, тут разные транспорты передвижения по парку, потому что ходить много надо. Некоторые ходят, некоторые просто сидят в парке, отдыхают. Но все стараются прятаться в теньках, потому что очень-очень пекет солнышко. Парку. Теперь понемножку выдвигаемся в сторону Колизея, потому что мы забронировали билеты онлайн, и забирать их надо в тикет-офис, где-то там возле Колизея. Пришли в тикет-офис, забрали свои билетики. У нас еще есть время, поэтому мы пошли сперва в Римский форум и Палатин.
И к 5 часам ближе пойдем в очередь для тех, у кого уже есть билеты. Тогда в 5... Будем ждать гида. Да, мы купили билеты с гидом, потому что это было дешевле всего. Ну и заодно интересную информацию услышим. Палатин в Риме. Палатин – это один из 7 холмов, на которых стоит Рим, с которого и началась история Вечного города. Глубокая древность холма доказывается многочисленными археологическими находками. Следы первого поселения на Палатине датируются примерно 1000-х годов до нашей эры. Форум. Когда-то был центральным рынком, а теперь площадь, занимающая центр древней части города. Он являлся средоточием общественной и политической жизни римских граждан. Именно отсюда и берет свое начало нынешнее значение слова «форум». Смотрели Римский форум, сейчас собираемся идти уже в очередь на Колизей. Впечатляет, впечатляет. Не зря вечным городом называют Рим. Тут просто нереально разумно. У них вообще хватило фантазии, ума на такое вот. Встали в очередь, спросили, куда нам становиться, нам сказали в большую такую линию, огромную, стоять нам долго. Не такая она огромная, не то, что у тех, у кого Там ты нету. дальше не видел, там-то они дальше возле дверей стоят. Ну, еще увидим. Что там? Уровень 2, его найти вообще нереально. Нигде никаких ни указаний, никто не стоит, не показывает, не рассказывает. А что ж у нас время в запасе еще есть? Опять ничего не понятно. Надо найти, где слушать номер 1. Обозначений никаких нет. Куда идти? Ну вот он, Колизей, Колизеище. Одна из самых знаменитых достопримечательностей Италии. Это символ силы, власти и вековой истории. Это история античного Рима и античного мира в общем. Его построили в 1 веке нашей эры. До сих пор многих впечатляет количество зверей и людей, прошедших через арены этого амфитеатра. Когда мы купили билеты в Колизей, у нас была опция с гидом, так как это было дешевле. И это были единственные такие из дешевых доступные, потому что все уже были выкуплены. Но можем сказать одно. Мы не нашли нашу локацию, где должны начинать наш тур. Хотя нас и так пустили внутрь, так что... В общем, мы не нашли гида, да. Так что... Нас все равно пустили внутрь, без разницы. Я еще волновалась, смотрела, где, если с гидом, то надо обязательно с гидом вход, то есть там будут проверять это, счет. то есть Ничего вполне там не возможно, проверяют. это как если брать какие-то экстра, VIP там на 3-й этаж или в погреб идти, тогда да, без него, мне кажется, не впустят. А так нету смысла его искать, Бардак если ты хочешь просто посмотреть, пофоткать и не хочешь слушать историю. По сути дела, там мы историю уже в школе эту изучали, что тут происходило, где что. Ну, да, и но еще не перед так. отпуском я там все прочитала. Да.
чтобы знать, что... Ну, все равно было бы интересно, конечно, с гидом послушать, он бы все равно какие-то факты рассказал. Но, ну вот, как-то так получилось, что вы его не нашли. Ну, ничего, не печалимся. Все равно, мы тут полчаса бродили, искали наше место, уже все посмотрели, уже успели устать. Кстати, 45 минут вполне достаточно. Я думала, 45 минут мало в Колизее. Тут полчаса достаточно вполне просто ходить, фотографировать, снимать. Если на первом и на втором этаже ходить, если не спускаться там в подвал и еще куда-то. Побывали мы внутри Колизея. Могу сказать то, что снаружи он выглядит так же грандиозно, как и внутри. Даже, честно сказать, что можно снаружи просто поглядеть, и этого будет вполне достаточно. Не обязательно идти внутрь, так как народу там много, все уже довольно обрушено. Все время какие-то реставрации, все реставрируют, из-за этого особо не так видно. Колизей, Колизеюшка. Красиво выглядит. Фоточка. Как же классно жить, наверное, тут. Едешь такой себе на работку, какой-нибудь магазинчик или еще куда-то. На той стороне этот Колизей, на той стороне еще что-нибудь. Едешь на работку с таким красивым видом. Реалити. Все грязно, все валяется, люди свиньи. Ужас, просто кошмар. Рим такой грязный на самом деле. Вправду я в шоке от того, как тут грязно. Просто ужасно. Много всяких ресторанчиков на улице, и они пытаются заманить тебя и так далее. Но это подвох, эти места для развода туристов. Ты там платишь 2-3 раза дороже, чем если ты прогуляешься чуть куда-нибудь подальше от туристической зоны, где можно покушать подешевле. Так что если хочется сэкономить, можно не полениться, чуть-чуть пройти на пару кварталов куда-нибудь подальше и покушать по нормальным ценам. Снова у нас перелеты. Сейчас сидим в самолете, полетим в Сицилию, в Палермо. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ваша поддержка нам очень важна. Ну а дальше мы отправились в райский уголок на остров Сицилия.